Как известно, 8 и 9 февраля все три Балтийские республики окончательно покинут энергокольцо БРЭЛ, которое объединяет энергетические системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Готов ли регион к таким радикальным переменам? Какие последствия ожидают страны Балтии в новой энергетической реальности? Эти вопросы – предмет сегодняшнего разговора. Страны Балтии – важные союзники США и члены НАТО, играющие значительную роль в европейской безопасности. Электроэнергетика – это базис экономики любой современной страны. Именно поэтому ситуация с выходом стран Балтии из БРЭЛ привлекла внимание военного эксперта Скотта Риттера. Недавно он опубликовал подробный анализ на эту тему, и мы хотим предложить вам некоторые выдержки из его статьи. Итак, очередная технополитическая авантюра стран Балтии входит в завершающую стадию. 8 и 9 февраля они отключатся от энергосистем России и Беларуси и присоединятся к европейским энергосетям. Политики много говорят об энергетической безопасности, энергетической независимости и дешевом электричестве. Однако на практике, скорее всего, они не получат ни безопасности, ни независимости, ни низких цен. На сайте латвийского системного оператора Augsts Aste даже запущен специальный таймер, отсчитывающий время, оставшееся до энергетической независимости стран Балтии. Однако это утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. Если верить официальным заявлениям, страны Балтии уже давно, с мая-июля 2022 года, не потребляют электроэнергию из России и Беларуси. Их энергосистемы используются исключительно для транзита. Энергетика – это фундамент любой современной экономики. Кто контролирует энергетику страны, тот контролирует и саму страну. Добиться реальной энергетической независимости можно тремя способами. Иметь собственную генерацию, полностью покрывающую потребности страны, обладать большим политическим весом на мировой арене, или диверсифицировать источники энергии. Страны Балтии не могут похвастаться ни мощной энергетикой, ни политическим влиянием. А теперь они лишают себя и диверсификации. Больше всех в этой ситуации проиграет Латвия. Давайте разберемся, что же произойдет 8-9 февраля с технической точки зрения. Часто употребляемое в СМИ выражение «синхронизация по частоте» не совсем корректно. Стандарт бытовых электросетей 220-240 вольт, 50 Гц в энергокольце БРЭЛ, Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва и европейской системе НТСО-Е абсолютно идентичен. Более того, этот стандарт самый распространенный в мире. Он используется почти на всех континентах. Поэтому стандарты магистральных линий электропередач в большинстве стран совместимы. Переменный ток – это синусоида. Под синхронизацией понимается совпадение пиков этой синусоиды в разных энергосистемах. Если же они не синхронизированы, то их нельзя соединять напрямую, поскольку это приведет к аварии. Для соединения двух несинхронизированных энергосистем применяются специальные подстанции – вставки постоянного тока, ВПТ, которые преобразуют переменный ток в постоянный, а затем обратно в переменный, но уже с нужными характеристиками. Именно так работают интерконнекторы, соединяющие страны Балтии с энергосетями Европы. Важно понимать, что интеграция с европейской энергосистемой не подразумевает обязательной синхронизации. Вступление в Евросоюз не требовало от стран Балтии отказа от национальных валют. Некоторые страны ЕС, например, Польша, сохранили свой злотый и, соответственно, монетарную независимость. Британская энергосистема соединена с континентальной через ВПТ. Скандинавские страны, Норвегия, Швеция, Финляндия и восток Дании также не синхронизированы с европейской энергосистемой. Остров Готланд и материковая часть Швеции не синхронизированы, но обмениваются электроэнергией через ВПТ. И это не все примеры. Ирландия, Исландия, Кипр. С мая-июля 2022 года страны Балтии прекратили закупать электроэнергию у России. Балтийские линии электропередач, формально оставаясь частью БРЭЛ, использовались только для транзита российской и белорусской электроэнергии. Выходит, что синхронизация стран Балтии с европейской энергосистемой, на которой так настаивают политики стран Балтии, лишена всякого смысла. Это дорогостоящее и, более того, вредное для самих стран Балтии мероприятие. В чем же тогда заключается истинная цель этого шага? Цель – лишить страны Балтии энергетической независимости, превратив их в полностью подконтрольные Западу территории. Сегодня у стран Балтии еще есть возможность в критической ситуации договориться с Россией и Беларусью о поставках электроэнергии, но после синхронизации они лишатся этого шанса. Чтобы снова подключиться к БРЭЛ, потребуется строить новые ВПТ, а это десятки миллионов евро и несколько лет работ. Денег на это у стран Балтии нет, да и Запад вряд ли их выделит. За это время энергетика балтийских государств может полностью деградировать. Страны Балтии становятся заложниками европейских энергосетей. Они полностью попадают в зависимость от поставок электроэнергии из Европы и тех, кто контролирует эти поставки.
Давайте обратимся к статистике. По информации энергетической биржи Nord Pool, среднее потребление электроэнергии тремя странами Балтии в часы пик с 10 до 11 утра и с 16 до 17 вечера составляет 4240,5 мегаватт. Это показатель мгновенного потребления, а не потребления за час. В декабре 2023 года этот показатель составлял 4120 мегаватт, а в 2022 – 3925 мегаватт. Возможно, это свидетельствует о тенденции к росту потребления электроэнергии. С другой стороны, это может быть и просто статистической погрешностью. Однако количество бытовых электроприборов постоянно растет, что неизбежно ведет к увеличению потребления электроэнергии. Собственная генерация электроэнергии в странах Балтии в часы пик составляет 1696 мегаватт. Страны Балтии соединены с европейскими энергосетями 4 интерконнекторами. Nordbolt, Швеция, Литва мощностью 700 мегаватт с ограничением до 600 мегаватт. Реальная пропускная способность составляет около 595 мегаватт. Litpolink, Польша, Литва 500 мегаватт, эксплуатационная мощность около 425 мегаватт. Estlink-1 и Estlink-2, Финляндия, Эстония 350 и 650 мегаватт, соответственно, в сумме 1000 мегаватт. Однако в последнее время эти линии регулярно перегружаются – 1015-1030 мегаватт. В 2022 году собственная генерация электроэнергии в странах Балтии покрывала 33% потребностей, а в 2024 уже 63%. Казалось бы, прогресс очевиден. Но это лишь верхушка айсберга. После закрытия Игналийской АЭС Литва может производить лишь 1/5 часть необходимой ей электроэнергии, что привело к резкому подорожанию, по некоторым данным, на 30%. С тех пор Литва значительно увеличила свои генерирующие мощности, доведя показатель собственной генерации до 64,81%, а иногда до 92,9%. Однако эти цифры достигаются с помощью статистических манипуляций. Этот энергетический бум стал возможен исключительно благодаря массовому строительству ветряных электростанций. ГЭС дают не более 2,5% электроэнергии, а ТЭС – не более 3%. Это намного меньше тех 20%, которые обеспечивала Игналийская АЭС. Кроме того, в последние годы в Литве наблюдались очень благоприятные погодные условия для работы ВЭС и ГЭС. Это говорит о том, что литовские ГЭС уже работают на пределе своих технических возможностей. Высокие же показатели генерации – это заслуга исключительно ветряков. Тепловые же электростанции в основном используются для отопления. Основная проблема ветряной энергетики – зависимость от погоды. Есть ветер – есть электричество. Нет ветра – нет электричества. Как показывают данные Nord Pool, литовские ВЭС наиболее эффективны рано утром около 5 часов, когда потребление электроэнергии минимально. Это объясняется тем, что в это время суток разница температур между сушей и морем максимальна, что приводит к усилению ветра. В эти часы и фиксируются пиковые значения выработки электроэнергии. В среднем же доля ВЭС в общей генерации электроэнергии в Литве колеблется от 43 до 85%. Самый низкий показатель наблюдается около 11 утра в первый час пик выходных дней. Подробнее об этом в следующей части нашего обзора. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Особенно интересно узнать мнение жителей стран Балтии. Поделитесь своими мыслями в комментариях и предлагайте темы для следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.